Всем привет! По моим постам в Инстаграме, а также из личного общения может сложиться впечатление, что жизнь здесь мед и сахар. Но это не совсем так. В идеальных странах, как известно, не существует в принципе, здесь тоже не обходится без недостатков. И я бы хотела озвучить минусы, которые касаются непосредственно меня, потому что жизнь местами боль. Местами и тем не менее боль. Во-первых, здесь очень дорогая медицина, просто за гранью всего нормального. Я не думаю, что для кого-то это новость, но цены на медицинские услуги, они все по тарифу космические. И, естественно, расчет идет на то, что каждый имеет медицинскую страховку. Но со страховками не все так просто, потому что, во-первых, ее не каждый имеет, а во-вторых, те, кто имеет, они ежемесячно несут расходы. Страховка в Нью-Йорке в среднем обходится от 400 до 3000 долларов, что совсем немало. Большинство американских компаний, если не все, они возлагают эти расходы на своих сотрудников. А вот европейские компании, работающие на американском рынке, они, как правило, эти расходы покрывают. А вот если у вас страховки нет, Как говорится, дополис от дурачков. прием терапевта обойдется в 125 долларов, сдача ПЦР-теста в 570 и чистка зубного канала в 3500. Больше всего из всего этого прайса меня возмущает ПЦР-тест, потому что ковыряться в носу за такие деньги, это сродни шизофрении. Это ненормально. Но добро пожаловать в американский мир. Ничего нового здесь не происходит. Следующий минус касается овощей. Серьезно, вот помидоры и огурцы здесь культуры особенные, потому что то, что лежит на полках американских супермаркетов, это не овощи, это бутафория. Если вы видели этот огурец, он размером от кисти до локтя, у него кожура, как у арбуза, есть это невозможно. Пластиковые помидоры, не выход есть, не все так плохо, можно ходить на рынок, которых не так много, к сожалению, а еще можно пользоваться азиатскими супермаркетами, там с этим дело обстоит намного лучше, но у меня, к сожалению, таких поблизости нет. Подбросьте нас до города, а там мы как-нибудь уже сами. И раз уж я коснулась магазинов, то впору, наверное, озвучить следующий минус – это не включенный налог. Конечную стоимость приобретенных товаров вы можете узнать только на кассе, когда будет подсчитан тот самый налог, который на ценниках не указан. К этому относиться надо спокойно, быть к этому готовым. Не так уж сильно будет отличаться цена, тем не менее отличаться она будет. Дебет с кредитом не сходится. Еще один минус, который мне сначала очень нравился, который был таким чем-то киношным, аутентичным, американским, сейчас меня это достаточно сильно раздражает, это отсутствие стиральной машинки дома. Если вы живете в билдинге, установка стиральной машины и сушильной машины в доме запрещена. Здесь даже апартаменты спроектированы так, что место для этой стиральной машинки найти будет достаточно сложно. Приходится, естественно, пользоваться прачечными внутри здания, сторонними, неважно. Но стиральная и сушильная машина в доме здесь действительно роскошь. Немного о финансах. Минус называется заполнение налоговой декларации. Если вы наемный сотрудник, работающий полный рабочий день, полную неделю и из месяца в месяц получающий одну и ту же зарплату, то проблем с заполнением точно не возникнет. А вот если у вас есть дополнительный доход, бизнес, недвижимость или еще что-то, то заполнение налоговой декларации превращается в дремучий лес. И так как цена ошибки она очень велика, проще и правильнее воспользоваться услугами аккаунтеров. А цена этих услуг варьируется от 300 до 1500 долларов, что местами совсем немало. Еще один минус – это интервалы в общественном транспорте. Тут я говорю о Нью-Йорке, потому что в близлежащих штатах общественного транспорта нет в принципе. Точнее, он есть, но он такой мифический, эфемерный. Так вот, интервалы. И я как-то писала о том, что я научилась закладывать больше времени на дорогу, и проблем у меня больше не возникает. Тем не менее, возникает, стоит опоздать на 10 секунд, придется весь оставшийся маршрут ждать весь транспорт. И в лучшем случае ждать придется 6 минут, а в худшем полчаса. Полчаса, блин, до следующего поезда. Я когда говорила о магазинах, я забыла упомянуть хлеб, что для меня является существенным минусом. Я как человек, который свежий вкусный хлеб может есть на завтрак, на обед и ужин, и ничего другого мне не надо, сильно-сильно страдаю по этому поводу. Американский хлеб – это не хлеб. Я не знаю, это какая-то странная субстанция, больше похожая на губку с ароматом уксуса.
И я его тоже пробовала заморозить, и знаете что? Ничего, вообще ничего. То есть он даже не морозится. Я не знаю, он хранится месяцами. Что за хлеб? Не, есть лучше не ешьте. Здоровее будете. То есть хлеб, который вы замешали, использовали мантру, и человек съел это, он слышит это, он чувствует это. Ну и последний минус, и самое ненавистное мне явление, это местная метрическая система. Добро пожаловать в приблизительный мир. Здесь нет ни сантиметров, ни километров. Здесь все меряется галлонами, паундами, унциями, футами, дюймами, милями. Я просто устану перечислять все эти альтернативы. Для меня достаточно сложно. Но мое любимое – это фаренгейты. Мне вообще этот дядя не очень нравится. Но почему нельзя было использовать для точки отсчета температуры замерзания воды? Нет, надо было в эту воду добавить лед, добавить соль, вот это все заморозить и вот это принять за ноль. Окей, но если вы хотите перевести фаренгейты в Цельсий, то нужно провести математический расчет. От значения фаренгейтов отнять 30, разделить полученное значение на 2, и мы получим Цельсий. Но чем ниже температура, тем значение Цельсия становится все более неточным. И, у местных, естественно, не возникает никаких проблем, потому что они это впитывают на уровне инстинктов, а у тех, кто был взросшен на совершенно другой системе измерений, проблемы возникают. И я даже не знаю, смогу ли я когда-нибудь от этих проблем избавиться. Возможно, нет. И сегодня я вам расскажу ритуал на избавление от проблем. Я смирюсь и привыкну.